Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Октябрь 2024 года. События на пороге. Главные события, три главных события и события с первых дней месяца. Давайте узнаем, что нам сулит начало октября, с какими вопросами мы можем столкнуться. И, конечно, при этом будем реалистами, мои дорогие, потому что карты не передадут всей полноты вашей жизни, ваших переживаний или то, что у вас сейчас, быть может, в приоритете. Но у нас сегодня колода добра, Колит Барун Вит. Обожаю эти карты. И призывает нас эта колода быть чуточку добрее к самим себе. И планетарный период октября, он достаточно непростой, потому что большая ретроградность. И нам может судьба возвращать те вопросы, в которых мы ранее не определились, или мы можем узнавать и некоторые тайны. Может, то, что мы где-то не придавали чему-то значения, а тут нам придется это тоже принять во внимание. Но мы идем дальше, и поэтому мы говорим, что придет. Давайте узнаем. Вторая карта, а что уйдет? Может быть, что завершится? Или то, что вы сумеете подвести как бы к итогу. Может быть, вы начнете и завершите уже в октябре. Что будет продолжаться, имеется в виду дальнейший какой-то период. Чем не соблазняться? Ну, попросту, какие энергии вам могут помешать? На что соглашаться? И чего опасаться? В чем быть осторожному? И на второй колоде карт мы достанем три карты, три главных важных события. Или, быть может, это сферы жизни, которым придется больше уделять внимания. Итак, что же придет для вас, мои дорогие овны? Паж воздуха. Ну вот какая-то реальность, она определенно присутствует. По пажу воздуха это может прийти какая-то новость, известие, событие. И потребует это от вас несколько других энергий. Сама по себе реальность какая-то приходит. И мы ее вынуждены принимать такой, как она существует. От вас это будет как раз и требовать совсем другой какой-то концепции. Вы бы, может быть, прежде действовали как-то по-другому, а здесь к вам приходят новые идеи. Это по этой карте идет любопытство к жизни, но имеется в виду именно к жизни, не к соседу. Другая точка зрения. Вот, и, видимо, это все накладывает своеобразный отпечаток на вашу личность, на вашу жизнь, потому что не получается действовать как прежде. Вы сами будете понимать, что я ничего не добьюсь, если я буду в тех же энергиях. Или не время кому-то что-то доказывать, или не время на что-то согласиться. Мы не хотим по этой карте тратить нашу энергию впустую, или, может быть, и время. Что же уйдет? Десятка воздуха. Всегда эта карта, пусть не в этой колоде, но вообще десятка это мечей получается, когда мы закрываем дверь в прошлое. И вот, видимо, так рационально, что будет продолжено, что нет. Какие-то разочарования, может быть, долгий период ожиданий вы тоже можете прекратить, сочтя их пустыми ожиданиями. Завершается все то, что не может служить вашему прогрессу. Или это может быть само по себе это завершение карта. И в этой колоде карт это называется изящное завершение и начало чего-то нового. Но это новое мышление, мои дорогие, а также по этой карте прозрение. Вот какие-то вопросы у вас могут быть действительно то, что раньше было скрыто, а здесь совершенно очевидно. Что же будет продолжено? Звезда. Карта исполнения наших желаний. Вот ваши желания, намерения, цели будут продолжены. Причем по этой карте есть всегда дистанция, лет 10-20. Значит, что-то вы расставляете по местам. И некоторую траекторию уже себе на долгий период вы можете задумывать. И это понятно, что до деталей мы что-то не продумываем, но вот это направление вы уже теперь как будто точно знаете. По этой карте у нас сбываются мечты, мои дорогие.
Это новое тоже начало и само по себе вдохновение, новый проект. Для кого-то это будет продолжен, к примеру, тот вопрос, когда вы чему-то обучаетесь, и в последующем выльется в какую-то, ну, например, работу, которая вам может принести хорошие финансы, или может служить вашей популярности, мои дорогие, по карте звезда. Всегда сияйте, как звезда. Вот это должно быть продолжено. По этой карте может быть и сам по себе переезд, как смена места жительства, или будет продолжен какой-то еще проект. Нет ничего невозможного, повторюсь. Чем не соблазняться, давайте узнаем. Знаете, могут быть предложения, и по этой карте твердое намерение процветать проходит. Но, может быть, кто-то вас тут пытается увести с пути истинного, или вы сами, проанализировав какие-то проекты, придете как раз к выводу, что-то не жизнеспособно, и от чего-то вы откажетесь. Поэтому, может быть, и как предложение какое-то, когда вы кому-то просто скажете «нет, извините, так дальше не пойдет». Или так это, ну, как-то противоречит моим интересам, моим принципам. Или по этой карте могут нам где-то подсказывать, что не время тратить деньги отчасти на какой-то новый проект, конкретно вкладываться, инвестировать во что-то. Поэтому будьте аккуратны. На что же вам соглашаться? На все то, что вас радует, на то, что вдохновляет, на любовь. Соглашаться, мои дорогие овны. Какая-то концепция личной жизни, безусловно, вот она должна быть, вы не должны быть в гордом одиночестве. И значит, тот человек, который вас принимает, знаете, всей душой, всем сердцем, для вас это важно. Конечно, по этой карте это еще идет любовь к себе, именно в этой колоде, самодоверие. Вот это будет важно, и это на что соглашаться, доверять своей интуиции, ведь это еще карта интуиции, заботиться о себе, о своем здоровье. По этой карте идет и сострадание, быть добрее к собственной душе, мы об этом говорили, и сохранять определенную эмоциональную безопасность по этой карте, надежная защита. Вот все то, что я перечислила для вас, это будет, ну, вот на... Это надо как бы каждый день держать в центре своих приоритетов, может быть, задавать себе вопросы. У вас может быть такой выбор, вы от чего-то отказываетесь. И значит, вот все то, что может быть продолжено, то, что для вас надежно, то, что где-то согласовывается с тем, что просит ваша душа. Вот вам как будто в этом направлении. Чего опасаться? Карта победы. Опасаться победы. Может быть и быстрой победы. У вас сильная позиция, мы уже об этом говорили. И, видимо, ну, всегда победитель хочется с одной стороны, либо расслабиться. И нам хочется думать, что вот оно как-то пойдет уже по накатанной, да, как мы говорим. А так все не пойдет. Как только мы ослабим где-то внимание, нехватку, а именно внимание, все пойдет в кривь и в кость. Поэтому вам придется что-то контролировать наверняка. И с другой стороны, мы не можем рисковать своим добрым именем. Мы не можем согласиться на какой-то проект и себя, может быть, финансово обесточить. Прекрасный период – это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, кстати. Но, видимо, вот эта сильная позиция, она формирует не только самодоверие, самодостаточность, а вот, знаете, если мы на себя надеемся, да, но какие-то планы наши, когда мы думаем, что, ну, мы справимся со всеми. И правда, вы сильные люди, вы рассчитываете сами на себя, но какой-то, знаете, не превысить какую-то планку для вас будет тоже очень важно, потому что внешние события вверху у вас, что будет продолжено? Старший аркан звезда. И ведь нам говорят, что обстоятельства у вас будут меняться, и тебе попросту придется удерживать твою позицию. Поэтому вообще это неожиданные ресурсы, кстати, могут быть. И тогда мы помним, легкие деньги опасны. И вообще по этой карте идет и щедрость. Это может быть ваша щедрость. И есть колода карт, когда шестерка земли говорят нам: помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего.
Будьте внимательны к финансам, мои дорогие овны. Давайте узнаем, каковы 3 важных главных события, чего это на пороге октября может касаться. Первое событие – выбор. Двойка мечей. Это когда выбор нужно делать душой. И делать нужно не исходя из чьих-то советов, а именно более рационально. Эта энергия как раз перекликается с пажом воздуха. И может быть то, что вы для себя как новую идею хотите создать. Или вас что-то заинтересует, к примеру, да. Тогда карта нам говорит, будет необходимая пауза, когда вам не нужно попросту спешить, чтобы себе не навредить. Может быть, отчасти это будет касаться вас самих, да, и надежность мы говорим. Быть добрее к собственной душе, не загонять себя. А может быть, это по части финансов, когда будет лучше, ну, сделать перерыв, нежели быстро на что-то согласиться. Давайте я немножко поясню, чем дело кончится. Выбор сам по себе. По крайней мере, в каком направлении будет этот выбор. Нечего добавить. У вас на кону что-то важное. Карта императрицы. Чем дело кончится. Мы рассчитываем по этой карте на самого себя. На самого себя. Да, еще раз нам говорят, у вас сильная позиция. Мои дорогие девочки, у кого-то вопросы, связанные с беременностью, правда, такое может быть, или организациями вашей личной жизни. Но тогда все равно нам говорят, ты, даже если перед тобой какие-то предложения, да, может быть, руку и сердце вам предлагают, такое может быть, но все же, вы ведь тоже, даже девочки, овны, надеетесь сами на себя. Но это более добрая энергия, когда вы не должны прошляпить что-то. Но где-то резкость по императрице, она не предусматривается. А вам придется где-то, может быть, и Соломоново решение принимать, чем дело кончится. Или для кого-то из вас это больше, как карта говорит, диалоговая форма или какой-то, может быть, некоторый компромисс в некоторых вопросах по части личной жизни и вашего благополучия, он как бы возможен. Чем же сердце успокоится, давайте узнаем. Но вы сумеете принять какое-то важное решение. И опять же, у нас паж воздуха. Вот мы с этого начали. Значит, от этого не уйдешь. Вам... Для кого-то это может действительно означать изменения в личной жизни, но вы не можете решиться. И вот у нас 2 меча. И вот важное решение, когда 1 меч остается. И у нас, кстати, золотой телец как будто парит в воздухе. Где-то это может быть связано личная жизнь, благополучие, какой-то финансовый вопрос. Поэтому я так могу предположить, вы сами можете прийти к выводу и кому-то отказать по части финансов. Потому что как бы вот необходимо так сделать. Или вы, может быть, откажетесь от какого-то проекта, мои дорогие. Того проекта, который вас может где-то обесточить. Или где-то пошатнуть ваше доброе имя. Вот. Потому что карта императрицы, ведь это статусная карта. У вас меняется статус, мои дорогие. Поэтому идти вперед как будто нужно. Но методом таких аккуратных шагов. Через диалог, через дипломатию. Вот так. Вот как будто там и выход как раз между или в этой развилке. Давайте посмотрим второе главное событие. В концепции как раз карта императрицы, еще один старший аркан. Это у нас ля папесса. И чтобы, так пару слов скажу, чтобы быть более... И вы прочувствовали, я была более правильно понята. Эта карта и вообще эта колода, она создана по первым картам Таро. И то, что мы сегодня называем карта Верховная Жрица. Раньше была ля папесса. Когда-то в лоне, во главе католической церкви была женщина. Не папа, а папесса. Этот факт скрывается, я не останавливаюсь об этом, потому что много популяризаторских статей, таких вот и направлений, даже фильм создали, но поверьте, правда, она, как всегда, как истина, где-то рядом. Но мы берем то, что женщина, она скрывала свое женское обличие под мужским платьем. И тем не менее у нее получилось осуществить задуманное. И поэтому, если мы говорим событие какое-то, вы можете что-то скрывать.
И, может быть, даже с учетом императрицы храните тайну. О себе много не рассказывайте. Вы не можете быть для окружающих как открытая книга, мои дорогие овны. Особенно это будет касаться девочек. От вас какое-то очень сложное может потребоваться Соломоново решение. И действительно, вы должны его принять в одиночку. Вот совершенно неожиданно. А для мужчин это та женщина, которую вы, может быть, которую вы скрывали. А здесь вы встанете на выборе, и вам придется делать выбор в личной жизни. И вообще карта говорит о совершенно других энергиях. Тут будет, правда, себе важно не навредить. Чем дело кончится, я хотела сказать, карта сила, мои дорогие девочки, вы будете очень притягательны. И эта притягательность, она имеется в виду, что не только с вами кто-то захочет дружить, или вы будете своеобразным магнитом, когда вы будете в центре этого внимания. Но опять же, диалоговая карта и энергетика, как у мага, и это более холодная энергия, это не про вашу энергетику императора, когда огонь, нет. Здесь за кулисами все решается. И правда, за кулисами что-то решается, и чем дело кончится. А что-то продолжается, что-то не закончится у вас в течение октября месяца. Но ваша задача укрепить свои позиции. Мы об этом уже с вами говорили. Может быть, позиции по части финансов, может быть, по части вашего благополучия, но еще и достижений или вашего статуса. Здесь себе не навредить, и где-то вот этот лев или наше эго нам придется, ну так, причесать или сдерживать свои эмоции, что дополняет как раз карту Ля Папеста. Давайте мы узнаем, чем же сердце успокоится. Но здесь вам что-то по судьбе. Это 20-й старший аркан, возрождение или страшный суд. И суд совсем не страшный. Какая-то история у вас должна действительно завершиться. Или вы должны расставить все по местам, все точки над «и». У вас в будущем, у вас на кону будущее. Не должно что-то тянуть назад. Мои дорогие, у вас, безусловно, и как и для девочек, так и для мужчин, сильная позиция. Но вам нужно действительно с чем-то определиться. А на кону ваш статус, ваши возможности, ваши как прогрессивные какие-то и планы, и сам по себе прогресс лет на 10-20. Потому что будет продолжаться как раз-таки какая-то история. Вы как выбираете судьбу. Может быть, уже в первых числах октября. Вы понимаете, что какое-то, не может в той же концепции, или вы уже не хотите что-то сами продолжать, или обстановка складывается такова, что мне сейчас именно нужно позаботиться о себе. Мне нужно позаботиться о своей эмоциональной безопасности и иметь надежную защиту. И вот эти все старшие арканы, посмотрите, это у вас выпадает. Третье важное событие. И в центре у нас идет по 5 монет. Два направления. Взаимопонимание. Не должно быть какого-то недопонимания. Значит, вы какую-то ситуацию должны прояснить. И не должно быть финансового риска. Есть, значит, этот самый риск остаться без средств. Или, настаивая на своем, так и не достичь, ничего не добиться, а именно уйти в какую-то конфронтацию. Это как риск. Давайте посмотрим, чем же дело кончится. Это мелкая карта, это всегда недостаток. И тут наоборот, действия должны быть направлены, чтобы максимально это нейтрализовать. Чем дело кончится? Ну вот она ваша карта, вашими энергиями. И насколько вы где-то с этими сумеете совладать энергиями, будет зависеть какой-то ваш прогресс. Еще один старший аркан. И мы говорили уже об императоре как раз в контексте карты сила. Так вот, мудрый император, если мы говорим, он понимает, что есть два направления. Это, в которых мы не можем ничего изменить. Это как общественное мнение или то, что думают люди. И второе, это неожиданности или ситуации извне, которые к нам могут прийти. И поэтому он готов к неожиданностям, он готов, что людское мнение нестабильно. Люди сегодня будут думать одно или обещать нам одно, а завтра они что-то переиграют, изменят, они поставят себя в центр приоритетов, увы, не вас.
И поэтому император готов, чтобы какая-то цель у него состоялась, корректировать планы. Вам придется корректировать какие-то планы. Тут что-то продолжается, тут ничего не завершается. Тут смена статуса, мои дорогие. У вас выпадает император, императрица, какая-то личная жизнь, история. И чем сердце успокоится. И тоже я не могу сказать, что сердце как-то успокаивается. Семерка мечей нам говорит, это карта хитрости, это карта, с другой стороны, и гибкости. И вас словно какая-то ситуация учит быть хитрее, изворотливее, никому ничего не доказывать, быть мудрее, может быть, выйти из какого-то паттерна или выйти от какого-то проекта, который для вас как разрушение может быть. Вместе с тем, мои дорогие, предотвратить какие-то нежелательные моменты. В плане все-таки семерка идут еще такое значение карта вора. Поэтому берегите свои финансы, берегите кошельки, пароли аккаунтов. Вот это как минимум, может быть, следует и не раз сменить или перепроверить. Не доверять малознакомым людям или вообще незнакомым людям. Самого себя беречь. Опять же, мы об этом сказали, что надежная защита, так и эмоциональная безопасность для вас в центре внимания. Потому что вы не должны быть как и открытой книгой, так и где-то это молчание. Или какая-то ваша хитрость и скрытность. Она вам во благо. Буквально так. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.